Степанакерте, в столице бывшей Нагорно-Карабахской республики, уничтожен кафедральный собор Святого Покрова Девы Марии, который армяне называли одним из главных духовных символов города. Об этом сообщили структуры, занимающиеся мониторингом армянского наследия в Нагорном Карабахе, и очевидцы, которые нашли фото и видео в азербайджанском сегменте соцсетей. Собор Святого Покрова Девы Марии был построен совсем недавно. Его строительство завершили в 2019 году. И он быстро стал одной из ключевых доминант Степанакерта и важным элементом армянской идентичности в Арцахе. Во время войны 2020 года храм использовали как убежище. Люди прятались там от азербайджанских бомбардировок. И для многих жителей это место стало символом не только веры, но и выживания. Сейчас собора на месте больше нет. На опубликованных снимках и кадрах видно, что здание снесено, а территория вокруг зачищена от строения. О факте сноса сообщила общественная организация Artsakh Tourism Culture Development Agency, которая занимается наблюдением за состоянием армянских памятников на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. В своем заявлении они говорят, что это не просто разрушение церкви, а продолжение политики, которая, по их оценке, ведет к культурному геноциду, целенаправленному уничтожению армянской памяти, культуры и духовного присутствия в Арцахе. Бывший министр культуры и туризма, непризнанный НКР Сергей Шахвердян, уточнил, что доказательства уничтожения храма нашли во время мониторинга азербайджанских соцсетей, где появлялись кадры с уже разрушенным зданием. Журналист Марут Ванян, родом из Нагорного Карабаха, опубликовал в X, бывший Твиттер, фото, на котором видно, что собор исчез с городского пейзажа, и на его месте осталась пустота. Важно понимать контекст. После войны 2020 года и особенно после событий 2023 года весь Нагорный Карабах перешел под полный контроль Азербайджана, а армянское население оттуда практически полностью выехало. На этих территориях уже фиксировались случаи уничтожения армянских церквей и памятников, в том числе полное разрушение церкви святого Якоба, Сурб-Якоб, в Степанакерте и ряда храмов в селах региона, что правозащитные и экспертные структуры называют частью системной политики по стиранию армянского культурного присутствия. На этом фоне снос главного собора Степанакерта воспринимается как логичное продолжение той же линии. Сначала исчезли люди, теперь их материальные следы от церквей до общественных зданий. С азербайджанской стороны официальных развернутых комментариев именно по сносу этого собора пока не прозвучало, но ранее Баку уже заявлял, что на освобожденных территориях, кавычки закрываются, демонтируются незаконные постройки времен оккупации. При этом международные армянские организации по защите культурного наследия отмечают, что речь идет прежде всего об армянских религиозных и исторических объектах, и что такая практика противоречит обязательствам по Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Сейчас армянские структуры и эксперты говорят о необходимости международного давления, миссии ЮНЕСКО и независимого мониторинга, но фактически доступ на территорию у них отсутствует. А новые подтверждения приходят только через спутниковые снимки и публикации в соцсетях. История со сносом собора в Степанакерте может означать, что процесс стирания армянского следа в Карабахе вошел в окончательную стадию. Уничтожаются не только отдельные памятники, но и самые заметные символы города. Для миллионов армян это удар по памяти и идентичности, потому что исчезает место, которое еще недавно связывало людей с их прошлым и надеждами на будущее в этом регионе. Если тенденция не будет остановлена внешним давлением и международными механизмами, это может закрепить новый статус-кво, в котором Карабах останется территорией без видимых следов многовекового армянского присутствия. И спор о будущем регионе постепенно сменится спором уже о самой истории.